В небольшом уютном городке, уютно расположенном среди зеленых холмов и тихих, спокойных улиц, где жизнь текла размеренно и спокойно, жил полицейский по имени Алекс. Он был прочно установленным стержнем сообщества, преданным служителем закона и заботливым соседом, известным среди местных жителей своим чувством справедливости и добротой. Каждый день он ходил по улицам с улыбкой на лице и готовностью помочь каждому, кто нуждался в поддержке. Вместе с ним всегда находился его верный друг, служебная собака по кличке Рекс. Но Рекс не был просто собакой. Он стал неотъемлемой частью семьи Алекса. Эти двое пережили вместе множество радостных моментов, смеялись и делили горести, поддерживали друг друга в трудные времена. Их уникальная связь была не только прочной, но и глубокой, и они были друг для друга неразлучными спутниками. Однако в последние недели Алекс начал замечать, что его преданный помощник стал каким-то безразличным и вялым. Рекс не проявлял привычного интереса к прогулкам, его игривый характер исчез, и он не хотел играть как прежде. Вместо того, чтобы с восторгом жаждать замысловатых игр с мячом или длинных пробежек по парку, его глаза казались грустными и полными тоски. Это тревожило Алекса, ведь он знал, что его друг не может просто так быть несчастным. Любя Рекса, Алекс был готов сделать все возможное, чтобы вернуть ему радость жизни и воспрепятствовать его страданиям. Решив, что нельзя оставлять ситуацию без внимания, он отвез Рекса к ветеринару для тщательного осмотра. Верный своему призванию, ветеринар внимательно изучил собаку, проверил ее здоровье и симптомы. Он тщательно провел все необходимые тесты и ничего необычного не нашел. «Пожалуй, ему просто нужно больше внимания и активности», предположил врач с пониманием. Это открытие внушило надежду в сердце Алекса. Он с энтузиазмом вернулся домой, одержимый планами, как вернуть Рекса к прежнему состоянию веселого и игривого друга. На следующий день Алекс собрался с духом и решил, что лучшим вариантом будет взять Рекса на долгожданную прогулку в живописный лес, полный свежего воздуха и трепетной природы. Зеленые деревья, окаймляющие живописные дорожки, пение птиц и сладкий аромат света, проникающего сквозь листву, должны были поднять настроение их команде. Проходя сквозь шуршащие листья и впитывая в себя радость природы, Алекс надеялся на то, что это путешествие даст Рексу новое дыхание жизни. Но во время одной из остановок Рекс внезапно приостановился у одного из большого дерева. Его ноздри начали нервно обнюхивать землю. Замерев и глубже вдыхая смерч свежего воздуха, он будто искал что-то важное. Затем с упрямством, приподнимая лапу, он показал, что нашел что-то, что требует внимания Алекса. Будучи заинтригованным необычным поведением своего друга, Алекс сразу же принял решение проверить, что могло привлечь его внимание. Своим вниманием Алекс осмотрел окрестности, стремясь найти объяснение странному поведению Рекса. Вскоре его поиски вознаградились. Он наткнулся на старый мешок, частично закопанный в землю, затянутый пылью и ржавыми листьями. Сердце его забилось быстрее от волнения, когда он открыл мешок и увидел внутри множество личных вещей. Выцветшие фотографии, старые документы и странные, расплывчатые записки. С каждой секундой Алекс все больше вспоминал об исчезнувших людях, о которых вскоре говорили в новостях. Этот незнакомый и необычный груз информации заставил его сердце забиться быстрее. Он понимал, что, возможно, наткнулся на что-то значительное, и его интуиция подсказывала, что это связано с исчезновениями, которые ранее будоражили его разум. Поняв, что это может быть нечто более серьезное, он решил обратиться к своему бывшему коллеге Максиму,
который овладел внушительным опытом в расследованиях и выявлении правды в самых сложных делах. Максим быстро пришел на помощь, и, изучив находки, его лицо изменилось. Он стал внимательнее рассматривать семейные фотографии и, к своему ужасу, заметил знакомые лица, которые могли принадлежать пропавшим без вести. «Это может быть связано с исчезновениями», — произнес он с тревогой в голосе. И Алекс почувствовал, как его тревога нарастает, будто темные облака собирались над его головой. В этот момент они решили, что их действия должны продолжаться, и они нашли поддержку в своей общей знакомой Анне, которая работала частным детективом. Анна, изучив находки и обсудив с друзьями их подозрения, подтвердила их опасения. Это может быть похищение или нечто гораздо более зловещее, чем мы думали. Укоренилась ее уверенность в предстоящих событиях. Проникнутые атмосферой важности и загадки, они решили, что необходимо вернуть на место находки, чтобы попытаться выяснить больше. Вернувшись в лес, Алекс, Максим и Анна вновь начали свои поиски. Неожиданно они наткнулись на железный ящик, который был тщательно скрыт под корнями тысячелетнего дерева. Его ценные находки, когда они открыли его, вызвали настоящую бурю эмоций. Внутри они обнаружили еще больше личных вещей и одинокий дневник Лары Хопкинс, который был написан ее рукой. В страницах дневника она выразила глубокие страхи и мсы, описывая ужасы своего заключения и страх перед таинственным преследователем. Вместе с этим в записях также было имя Эдварда Миллера. Это имя показалось Алекс и его друзьям знакомым, где-то уже слышанным в новостях. Алекс, Максим и Анна, понимая настоятельность своих действий, решили направиться к дому Эдварда Миллера, надеясь обнаружить дополнительные улики, которые могли бы прояснить малознакомую ситуацию. Когда они прибыли к его дому, в подвале они стали свидетелями шокирующей находки. Фотографии и личные вещи Лары, что изучили с упоением, прямо подтверждали их подозрения о ее судьбе. Однако в это время Рекс, чувствовавший нарастающее напряжение и опасность, вдруг начал настойчиво указывать на скрытую дверь в полу, словно зная, что именно здесь им предстоит разгадать все произошедшее. Это было неожиданно, и Алекс с Максимом осторожно открыли дверной проем. Заглядывая в темноту подвала, они осторожно спустились вниз. Осматривая пространство вокруг, они начали исследовать его секреты. В одной из запыленных комнат они обнаружили металлический стул, прочно укрепленный цепями, и следы, которые явно принадлежали Ларе. В углу комнаты Алекс заметил металлический контейнер с новыми посланиями Лары, в которых она выражала свои страхи и надежды на спасение. Этот момент стал точкой невозврата в их расследовании. Анна, обдумав происходящее, поняла, что им необходимо немедленно сообщить властям о том, что они узнали, несмотря на все риски, с которыми они могли столкнуться. С чувством решимости и тревоги Анна и ее команда решили установить ночное дежурство, чтобы следить за домом Эдварда. Ночью, когда мир погрузился в темную пустоту, они столкнулись с неожиданным нападением, но успели укрыться в заброшенной хижине неподалеку, где находились в панике, ожидая новых событий. В этот тревожный момент они решительно передали свои улики капитану Родригесу, который мгновенно организовал охрану и подготовил операцию по задержанию Эдварда. Капитан сообщил, что Эдвард Миллер уже несколько раз вызывал подозрения в отношении многочисленных исчезновений, и это лишь подтверждало настоятельность их совместных усилий. Внезапно, когда ночь настала своей темной пеленой, Эдвард попытался проникнуть в дом, но его задержали полицейские, прятавшиеся в засаде. Алекс, Максим и Анна, наблюдая за всем этим процессом, почувствовали прилив облегчения, зная, что их усилия
принесли свои плоды. Эдварда арестовали. И вскоре история Лары Хопкинс наконец подошла к своему завершающему моменту. Алекс, Максим и Анна задержались на пороге своего опыта, понимая, что смогли помочь, раскрыть слишком долго хранившуюся тайну и вернуть мир в свои сердца. Завершая постоянную эстафету, Рекс, вернувшись к своему прежнему состоянию, радостно виляя хвостом, снова стал верным другом и защитником. В этот момент они пришли к осознанию, что вместе могут справиться со всеми трудностями, которые преподнесет жизнь. И это давало им уверенность в завтрашнем дне. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк под этим видео, а также подписывайтесь на канал, где вы сможете найти еще много интересного и, возможно, стать частью многих других захватывающих приключений, которые ждут вас в будущем.